Всем привет, с вами Владимир, и сегодня мы с вами будем делать очередное наше творение. Для этого нам понадобится дуб, доска, а также профиль 20 на 20. Будем начинать с профиля 20 на 20, поэтому дуб покудово отложим в сторонку. На профиле я отмеряю 1,5 метра и делаем разметку. Теперь на самодельном трубогибе гнем профиль. Ну вот, потихоньку процесс идет, мешает вот этот штырь. Сейчас я его обрежу и будем дальше продолжать. Вот таким макаром выгибаем два кольца идентичные. Как я говорил ранее, выгнул два идентичных кольца. Теперь разрезаем и все вместе обвариваем. Делаем кольцо монолитным. Все, варил. Теперь возьму автомобильную шпаклевку и позаделаю небольшие неровности, то есть впадины. Лишнюю шпаклевку я содрал наждачкой, все выровнял, все гладненько. Продолжаем дальше. Далее берем 3 профиля и отмечаем 50 сантиметров. Привариваю стойки к нашему кольцу. Каркас почти закончен. Осталось также зашпаклевать и сравнять все швы, чтобы все было идеально. Плавно переходим к дереву. К дубу нашему. Бока у нас, как видно, с обзолом. Для того, чтобы ровно распилить, снизу я прикрепил уровень и, упираясь в станину уровнем, выровняю нашу заготовку. Вот таким образом получаем идеально ровный бок. Дуб я бока все выровнял, все подготовил. Сейчас ресмусуем все. Подогнал все вплотную, один в один. И сейчас все склеиваем.
Процесс склеивания я не стал показывать, там ничего сложного нету. Наносишь клей, размазываешь обязательно только пальцем, потому что не склеится, это в моем случае. И теперь оставляем все склеиваться, пусть сохнет. Там, где когда-то сучок был выпавший, я залил обычной эпоксидной смолой ЭД-20. После склеивания щита все шлифую сначала грубой наждачкой, а потом вывожу в 0 120 и равняю плоскость до идеального уровня вот этой штукой. Отрисовал на столешнице дубовой круг. Сейчас с небольшим припуском вырезаем. Там, где мы отрезали с запасом, счищаем шлифмашинкой за подлицо, то есть по нашей разметке. Вроде бы у меня все хорошо получалось, но зазоры небольшие. Сейчас я обрезаю вот эти части. Здесь я навалил уголок жесткости и сюда прицеплю тоже усилитель. То есть вот этой части не будет. Каркас я обрезал, пусть стоит. И сейчас скругляем края фрезером. Рама у нас полностью готова для окрашивания. Также готова столешка для дальнейшей обработки. Кстати, забыл сказать перед покраской. На то место, там где обрезал, установил заглушки. Дуб буду покрывать темным маслом. После масла, соответственно, будет лак яхтный. Ножки под столик тоже буду делать сам из пробки, чтобы не царапать ламинат. Берем трубку и просто продавливаем. То, что получилось в итоге после оттиска, наклеил на двухсторонний скотч тонкий и сейчас вырезаю. Ну, в принципе, дальше понятно. Отклеиваю верхний слой и клеим на столик. Начал все собирать. Прикручиваем на все саморезы, которые мы подготовили. Итак, друзья, вот что в конечном результате у меня получилось. Столик устойчив. Кому ролик был полезен, ставим палец вверх. Подписывайтесь, кто еще не подписан, друзья. Всем пока-пока. До скорых встреч.